Всем привет, с вами Bad Polygon. В этом видео Мартин Клекнер, человек с большим опытом работы 3D-художником в кинематографе, поделится с нами некоторыми секретами своего мастерства и даст несколько советов, как придать нашим рендерам эффект кинематографичности, а именно выставить камеру, свет, скомпоновать сцену, настроить рендер и так далее. Друзья, еще от себя лично хотел бы добавить, я получаю от вас много благодарности за мою работу, и это приятно. Спасибо большое. Но я также получаю критику и дизлайки в соцсетях за недостаточную неинформативность или неактуальность уроков, и это немного огорчает, так как считаю, что получаю это немного незаслуженно. Друзья, я всего лишь перевожу уроки, чтобы облегчить понимание русскоговорящей аудитории, а не создаю их. И если у вас есть какие-то замечания или предложения по улучшению перевода, вы считаете, что текст недостаточно выразительный, недостаточно русский, быстрый, медленный, мало или много эмоций и так далее, то по этому поводу я всегда готов выслушать ваши советы или конструктивную критику в свой адрес. Для этого я оставляю в описании к каждому видео ссылки на свои соцсети. Пишите, все обсудим и разберем. Ну а сейчас, я думаю, пора переходить к уроку. Заранее всем спасибо и приятного просмотра. Итак, у вас есть 3D рендер, но чего-то не хватает. Вы действительно не можете понять этого, но нет должного ощущения этого последнего тонкого штриха, заставляющего всю вашу сцену, цвет и освещение просто работать. Что ж, вполне возможно, что вы не включили некоторые простые кинематографические правила, которые действительно могут вывести ваши рендеры на новый уровень, и именно на этом мы сосредоточимся в этом видео. Привет всем, с вами Мартин для cgboost.com и добро пожаловать в это новое видео, где я поделюсь с вами некоторыми кинематографическими трюками, которые я собрал за свою карьеру и которые я использую практически всегда, когда создаю 3D-арты или рендеры. Кинематографические подсказки тесно связаны с общими правилами оформления и композиции. Мы, конечно, не упустим важнейшее правило третей. Мы обсудим различные типы освещения, то, как разное расположение камер меняет психологическое воздействие на аудиторию, а также некоторые советы по рендерингу Eevee. Одно замечание, ребята. Это не пошаговое руководство, а скорее подробное видео. Итак, если вы не уверены в Blender, обязательно подпишитесь на бесплатный пакет ресурсов Blender Зака, включая курс Blender Beginners и подробный PDF-файл с хоткеями. Эти материалы быстро помогут вам начать работу в Blender. Знаю, сам пробовал, но с учетом сказанного, я думаю, что пришло время взглянуть на эти кинематографические советы, которые определенно помогут вам с вашими 3D-рендерингами. Первое, что вы, вероятно, заметите, когда откроете эту сцену, это то, что я постарался сделать ее как можно проще. Просто основные формы, несколько экструдов и бевелов, ничего необычного. То же самое и с персонажами. На самом деле, я их скачал из потрясающего онлайн-инструмента риггинга под названием Mixamo. Кстати, все по этой теме вы можете узнать на моем специализированном канале, ссылка есть в описании. Сразу видно, что у нас есть три персонажа. Здесь слева какая-то загадочная фигура, и, судя по всему, она, вероятно, скрывается от этих двух парней справа. Я на самом деле представлял, что это будет некое антиутопическое будущее, когда все будут вынуждены сидеть дома, на карантине, а полиция будет контролировать улицы. Ах да, секунду. Итак, как видите, у меня здесь всего несколько шейдеров, никаких текстур и никаких необычных эффектов. Однако вся сцена намеренно проста. Я хотел создать финальный результат, похожий на кинематографический, используя только операторскую работу, композицию, настройку освещения, какую-то атмосферу и несколько трюков в Eevee. Я считаю, что таким образом вы сможете применять эти концепции к своим собственным произведениям искусства, не полагаясь только на моделирование, шейдинг и текстуру. Окей, а теперь давайте перейдем к первому шагу, который я обычно делаю при создании своих сцен. Основная камера и композиция. Помещая камеру в сцену, первое, о чем вы хотите подумать, это история. История? Ну а что, если мой рендер — это обычное окружение или архитектурный рендер, и в нем нет истории, спросите вы. Что ж, на мой взгляд, это неправильно. Даже без персонажей вы можете и должны сделать свое изображение. Расскажите своего рода повествование. Представьте некоторую предысторию, перебирая варианты, которые вы делаете не только при создании сцены, но и путем размещения камеры и источников света. Таким образом, ваше изображение всегда будет намного более интересным и захватывающим. Для начала, неплохо бы спросить себя, что является основным фокусом изображения и что вы хотите выразить через него. Если я сосредоточен на здании, хочу ли я, чтобы оно было приятным, манящим, темным, мрачным, колоссальным?
Короче, каких эмоций я хочу получить? То же самое можно спросить, когда речь идет о природе, сценах с персонажами, даже о твердой поверхности и рендерах автомобилей. Вам всегда нужно принимать решение, как вы хотите почувствовать самый важный аспект вашего образа. Если только вы не сделаете какой-нибудь скучный кадр без сюжета и эмоций, который... Я даже не знаю, зачем так делать. Во всяком случае, здесь, по позе нашего главного героя, мы можем ясно догадаться, что он, вероятно, не хочет, чтобы его видели. С другой стороны, хотя эти персонажи кажутся расслабленными и безразличными, в руках они держат что-то напоминающее оружие, допустим, дубинку. Так что да, это, вероятно, не те парни, с которыми вы хотели бы встретиться ночью лицом к лицу, будь то полиция или нет. Хотя все это дает мне много полезной информации о том, как создать этот шот. Я знаю, что он должен быть загадочным, поэтому я остановлюсь на темном, на ночном времени суток. Я хочу, чтобы вся композиция как-то была ориентирована на этих ребят, но при этом акцентировалась на нашем главном герое. Когда дело доходит до размещения камеры, нет ничего проще, чем создать быстро камеру и начать с ней экспериментировать. Вы просто нажимаете Shift-A, добавляете камеру, и когда вы нажимаете 0 на нампад, вы переноситесь в нее. Если хотите, вы можете нажать клавишу Home, чтобы изображение с камеры заполнило область просмотра. Чтобы управлять камерой из этого вида, вы можете нажать клавишу Shift-тильда, которая находится прямо под клавишей Escape. А если это вам не подходит, то команда для этого находится в меню View, Navigation и вот здесь. Теперь вы находитесь в режиме навигации и можете перемещаться по сцене, как в любом шутере от первого лица. Знаете, как в Counter-Strike, если вы когда-нибудь играли в него. Используя клавиши VASD, вы можете летать вперед, назад или в стороны. Клавиша Q позволяет вам перемещаться вниз и вверх. Если вы прокручиваете колесо мыши, вы можете сделать это движение медленнее или быстрее. Но вы, вероятно, знаете все это из курса Зака по Blender Launchpad, верно? Окей, а где нам разместить камеру? Учитывая то, что мы сказали, что эта сцена должна быть несколько загадочной, есть несколько способов добиться этого. Во-первых, я хочу увидеть как главного героя, так и полицейских на заднем плане, а также улицу и, возможно, вот это здание на заднем плане. Это само по себе уже немного ограничивает угол обзора камеры. Итак, берем камеру и летим в эту позицию. Теперь важная тема всегда, на какой высоте разместить камеру. Так называемые снимки под высоким углом с видом на землю обычно и логично хороши для некоторого образа сцены. Когда дело доходит до персонажей, если вы хотите добиться ощущения, что ваш главный герой в некотором роде имеет превосходство, тогда камера в вашей сцене обычно размещается немного выше, как мы можем видеть в этих примерах фильмов. Но в нашем случае все наоборот. Я думаю, чтобы добиться спокойного и легкого ощущения, которое мне нужно, я бы сделал снимок с нижнего ракурса, поместив камеру ниже моих персонажей, почти до уровня земли, глядя вверх. Ну, например, вот как-то так. Вы даже можете летать и пытаться рендерить различные композиции с помощью этого движка рендеринга Workbench. Рендеринг каждого кадра не займет много времени. Не забывайте использовать разные слоты, чтобы не потерять свои предыдущие шоты. Теперь вы чувствуете это? При виде снизу все уже производит впечатление, будто вы смотрите сквозь камеру, ощущая себя немного меньше, чем сцена и все в ней, чувствуя тяжесть кадра, давящего на вас. Совершенно другие ощущения по сравнению с этим, верно? Хоть эта композиция все же немного скучновата, давайте попробуем ее улучшить. Чтобы сделать все изображение более кинематографичным, мы можем поиграть с так называемым соотношением сторон кадра в этом меню вывода. Эта терминология на самом деле восходит к старым добрым временам, когда фильмы снимались на пленочном материале, называемом целлулоидом, и все казалось немного более реальным и настоящим. Это соотношение сторон возникло в то время, когда все операционные системы камеры для целлулоидной пленки были более или менее квадратными, или скорее с соотношением сторон 4:3. Но фильмы фактически стали использовать широкоформатный панорамный формат. Что они сделали, чтобы записать этот широкоэкранный формат на квадратный пленочный материал, так это то, что они использовали так называемый анаморфный формат. Это было сделано так, что записанные на пленку изображения в камере сжимались по горизонтали, а затем, когда они воспроизводились в кино, они растягивали их до предполагаемой формы.
Так вы можете увидеть здесь, например, в Вики, есть несколько основных фильмовых форматов, которые вы можете попробовать сами. Просто сделайте свое разрешение квадратным, например, 1080 на 1080, а затем добавьте это соотношение сторон 1,85 к 1, что является чем-то вроде стандартного соотношения фильмов широкоэкранного стандарта США. Теперь, когда вы все визуализируете, вы увидите, что все это сжато вот так, а позже при постобработке вам придется растянуть кадр, чтобы он выглядел нормально. Но все это сказано и сделано просто для информации, и для наших целей это практически бесполезно. Обычно я вообще не меняю соотношение сторон, если мне не нужно специально работать с некоторыми видеофайлами, созданными в разных киноформатах. В противном случае, в случае цифровых изображений, я просто устанавливаю здесь разрешение 2560 по ширине, и вы фактически получили соотношение сторон почти 21:9, что, по крайней мере для меня, всегда делает все более эпичным. В связи с этим вы, наверное, слышали о неком универсальном принципе, называемом правилом третей или золотым сечением. В общем, он гласит, что если вы разделите изображение на две равномерно расположенные горизонтальные и вертикальные линии, все действительно важные вещи должны быть размещены вдоль их пересечений. Именно тогда, в большинстве случаев, все становится на свои места и выглядит хорошо. К счастью, вместо того, чтобы рисовать их, настройка камеры в Blender предоставляет вам довольно тщательно скрытую опцию прямо здесь, чтобы активировать широкий спектр этих композиционных гидов. Здесь у вас есть классическая центральная линия, которая хороша, например, когда вы создаете некоторые графические элементы или одноточечную перспективу, которая центрирована. Еще несколько диагоналей, упомянутое правило третей и немного другое золотое сечение. Я скажу две вещи. Я считаю, что ни одно из этих правил не следует придерживаться догматически, а также, что предпочтения всех относительно того, как именно следовать этим правилам, немного различаются. Я, например, обычно немного смещаюсь к краям моей композиции. В любом случае, я рекомендую больше изучать правила композиции, но не забывайте также следовать тому, что подсказывает вам ваша интуиция. Для моей сцены здесь я буду использовать этот очень крутой вариант линии композиции, который называется золотым треугольником. Он добавляет несколько красивых диагональных линий, и поскольку я планирую наклонить изображение чуть позже, я знаю, что найду для этого какое-то применение. По сути, то, чего я хочу добиться, это получить важные объекты в этих двух регионах. Итак, возьмем камеру и передвинем ее немного выгоднее. Например, вот так. Еще один очень полезный инструмент для достижения различных психологических эффектов при работе с камерой – фокусное расстояние. Опять же, это связано с тем, как работают настоящие камеры. Каждая камера имеет объектив или устройство, через которое свет попадает в камеру, а затем на сенсор изображения, то есть то, на что проецируется свет и где снимается изображение. Расстояние между этими двумя точками определяет способ проецирования света на сенсор и, следовательно, ширину перспективы вашей камеры. И благодаря современным технологиям, таким как Blender, я могу показать это вам прямо сейчас в цифровом виде. Вы видите эту камеру? Итак, это наш объектив, а точка в центре – сенсор изображения. Теперь, если вы просто возьмете это и переместите, вы можете увидеть, как наше окончательное изображение меняет размер. Вся композиция растягивается или сжимается, а еще вы можете видеть, как сетка перспективы искажается в этих чрезвычайно экстремальных случаях. Ладно, это все хорошо, но что это означает на практике? Давайте сначала посмотрим на нормальные настройки, то есть на линзу размером от 40 до 50 мм, поскольку это примерно то, как наш глаз воспринимает мир. Кстати, вы можете изменить настройки линз здесь, в свойствах, чтобы получить более точные значения. Это нормальный объектив, который показывает правильные результаты. Вы не будете вносить больших искажений, и все будет казаться нормальным. И это хорошо, если вы не будете стремиться к чему-то драматическому, что мы на самом деле и делаем. Итак, давайте попробуем длинный объектив, который обычно составляет от 60 мм до 120, до 210, а иногда даже больше, например, намного больше. А что произойдет, вы можете видеть сами. По сути, это сужает вашу перспективу, заставляя вещи приближаться, восприятие глубины сужается, а детали сцены проявляются.
Таким образом, это хорошо для того, чтобы сосредоточиться на определенной точке вашей композиции, делая ее более важной. Однако мы хотим сделать наоборот, сосредоточиться на всей сцене с ее различными элементами. Поэтому вместо этого мы уменьшим фокусное расстояние примерно до 30 мм. Вы можете увидеть, как изображение расширяется, показывая больше окружающей среды, а также вводит небольшое искажение перспективы. Не очень заметно на 30 мм, но уже что-то. Таким образом, мы добиваемся немного более необычного ощущения в композиции, делая ее немного тревожной. Собственно, это то, чего мы добиваемся в этом изображении. Чтобы усилить эти ощущения, есть еще один инструмент, который мне нравится использовать, на этот раз более простой. Это наклон камеры. Пока у нас это горизонтальное расположение камеры довольно прямое, что хорошо для более спокойных композиций. Однако, чтобы усилить ощущение тревоги, вы можете в настройках камеры немного повернуть ее по оси Y, создав этот небольшой угол. И вы должны выбрать, на что вы хотите сделать акцент. В нашем случае я хочу обратить внимание на этих парней. Вы чувствуете, как эта маленькая деталь стала немного зловеще? Однако не стоит переусердствовать, и угла в 2 или 4 градуса обычно вполне достаточно. Теперь вы можете использовать очень полезный трюк, перевернув вашу композицию. Этот прием я извлек из некоторых своих попыток создания концепт-арта. Концепт-художники любят делать это регулярно, чтобы получить свежий взгляд на изображение и на то, насколько хорошо им подходит композиция. Чтобы сделать этот трюк быстро, я выбираю камеру, а затем использую хоткей S, чтобы масштабировать ее, X дважды, чтобы зафиксировать горизонтальное масштабирование по локальной оси, а затем -1 на numpad. Таким образом, вы переворачиваете изображение так же, как в Photoshop. Другой вариант – это еще раз отрендерим изображение, откройте наш редактор композитинга, и между этим нодом изображения и композицией вы можете поместить этот нод Flip. Таким образом, вы можете активировать или деактивировать свою перевернутую композицию и увидеть результат. То, что вы ищете, так это то, если у вашей композиции недостаток в перевернутом виде. Часто ваши глаза замыливаются и перестают замечать то, чего вы не увидели, пока не перевернули изображение. Вы должны проверить, не слишком ли наклонено изображение, что часто случается, когда вы поворачиваете камеру, как это делали мы. Но в нашем случае это кажется вполне нормальным, и я думаю, что на этом этапе мы готовы с нашей композицией перейти к новой главе – освещение. Освещение – это, конечно, совершенно отдельная необъятная тема, и потребуется целый курс, чтобы хотя бы коснуться поверхности этой сложной дисциплины. Однако, позвольте мне дать вам очень быстрый и практический обзор того, как я подошел к освещению этой сцены. На этом этапе, конечно, помогает концепт-арт. Однако, поскольку у нас здесь очень простая сцена в реальном времени, то на самом деле было бы намного быстрее просто добавить немного света и поиграть, пока результат вас не удовлетворит. Во-первых, я начал с размышления о том, чего я хочу добиться с помощью этой сцены. Итак, загадочно. Да, мы уже говорили об этом миллион раз. Обычно в этом помогает даже лунный свет. Итак, я решил использовать лунный свет в качестве первого источника света. Вероятно, отсюда. Мне нужен был некоторый контраст в освещении. Поэтому для голубоватых темных силуэтов полицейских я хотел, чтобы они были освещены теплым уличным фонарем и, возможно, даже оконным светом. Я не хотел, чтобы они были мрачными, таинственными и злыми с помощью красных или зеленых огней. Я имею в виду, кто на самом деле зажжет свой дом зеленым или красным светом, верно? Поэтому я решил, что подойдут обычные оранжевые тона. С другой стороны, я хотел добавить немного загадочности персонажу красного героя, поэтому я решил сделать для него немного более прохладное и менее интенсивное освещение. Что-то голубоватое или пурпурное. Да, пурпурный. Обычно существует 3 типа освещения в зависимости от интенсивности и источника света. Ключевой свет, который обычно является наиболее заметным светом в сцене, обычно освещает персонажа под небольшим углом спереди. Контровой свет добавляет красивый силуэт, помогая глазу различить объект и его фон. И, наконец, заполняющий свет заполняет неприятные темные области между 2 основными источниками света.
Итак, имея это в виду, я принялся за освещение. Позвольте мне теперь переключиться на мою освещенную сцену и давайте рассмотрим ее как следует. Вы можете задаться вопросом, почему все стало так темно. Это потому, что я переключился в режим предварительного просмотра рендеринга Eevee, а также сделал поверхность мира намного темнее, почти полностью черной. Да, и, кстати, позвольте мне еще раз упомянуть. Вы можете загрузить эти Blend-файлы из курса ресурсов Blender. Просто подпишитесь на него и следите за процессом освещения. Обычно помогает начать с самого яркого, самого важного и наиболее естественного света в вашей сцене, который в нашем случае является Луна. Итак, я решил быстро добавить этот цилиндр обратно сюда. Я добавил к нему шейдер излучения, сделал его ярче, и еще я добавил солнечную лампу. Вернувшись к нашему обзору камеры, вы можете ясно увидеть, какие произошли изменения. Я поиграл с интенсивностью света и дал ему очень легкий голубоватый оттенок, так как это Луна. Сделав это, я перешел к другому наиболее заметному источнику света, которым было бы это окно. Здесь я выделил эти полигоны в режиме редактирования и добавил к ним новый шейдер излучения, на этот раз окрашенный в оранжевый цвет, как этот. Что касается источника света, я добавил сюда пространственный свет, сделал его прямоугольным и подогнал под размер рамки. И этот цвет сразу же сфокусировал наших полицейских. Для главного героя я выбрал прожектор с мягкими контурами и большим углом конуса. Я направил его сюда, чтобы он не освещал слишком большую часть сцены, а в основном персонажа. Затем этот цвет, который представляет собой что-то среднее между синим и пурпурным, гарантирует, что он больше похож на неоновый свет, чем на лунный, потому что не имеет смысла иметь две луны. В любом случае, это был первый шаг к освещению моих персонажей, но в освещении всегда можно пойти еще дальше, что я, конечно, и пытался сделать. Что касается окружения, я решил добавить сюда голубоватый прожектор, чтобы выделить это высокое здание. То, что он светит снизу, подразумевает какой-то яркий уличный фонарь. А также то, что свет, освещающий что-то большое снизу, всегда добавляет ему некую зловечность. Я решил добавить этот светящийся шейдер к этим полигонам на лампах, и поскольку это экземпляры, обе лампы были отредактированы одновременно. И, конечно же, не забудьте добавить свет к лампе, подойдет Area Light. Я настроил его вот так, и когда я добавил его сюда, он создал красивую подсветку на поверхности персонажей, что является еще одним отличным инструментом кинематографического освещения. Если вы используете этот верхний свет в сценарии дневного света в сочетании с другими источниками света, вы получите приятный эффект. С другой стороны, если вы используете только этот свет, он по сути сделает результат более зловещим. Взгляните, например, на этот кадр из фильма «Крестный отец». Затем я добавил сюда оранжевый свет, чтобы просто показать, что что-то происходит и на другой улице. Очень важно, чтобы ваша аудитория почувствовала, что что-то действительно происходит за пределами кадра. Кроме того, этот цвет немного выделил модель автомобиля. Между прочим, я скачал ее с BlendSwap от пользователя по имени Mr. Han 15. И на самом деле это индонезийская полицейская машина. Итак, спасибо, Mr. Han 15. Это было для окружения, но я решил немного выделить своих персонажей. Для этих ребят я решил, что не буду использовать заполняющий свет. Если бы я так сделал, они, конечно, стали бы более заметными, и я бы избавился от этих темных участков. Но чтобы они оставались немного загадочными, я решил оставить все как есть. Вместо этого я хотел, чтобы они немного больше выделялись на фоне, поэтому классная подсветка была бы идеальной для этого. И здесь мы переходим к стадии, когда начинается небольшой художественный обман. Этот солнечный свет, или скорее лунный свет, сам по себе не дает достаточного света для этих персонажей. Однако, когда я добавил сюда прожектор, сделал его цветом луны, увеличил интенсивность и ограничил его угол, чтобы охватить только этих персонажей, я добился очень хорошей подсветки на них, а также получил эту очень красивую кинематографическую картинку.
Еще я решил, что свет не должен доходить до улицы. Вы можете сделать это, активировав эту опцию расстояния и ограничив ее. Мне нравится эта опция в Eevee. Однако будьте осторожны, это не работает в Cycles. Поэтому это может вызвать некоторые серьезные различия, если вы решите переключиться позже. Для главного героя я добавлю два дополнительных источника света. Один из них будет прожектором с очень мягким конусом и небольшим углом наклона, светящим только на его лицо, как будто из этого окна до него дошли световые лучи. Что, конечно, нонсенс, но выглядит красиво. Пока ваше освещение, хотя бы немного, мотивировано логическими источниками света, на самом деле вы можете прибегать к уловкам. Посмотрите фильмы и посмотрите, как часто они обманывают. Наконец, я заметил еще один прожектор, идущий из-за его спины. Опять же, это совершенно физически некорректно, но, знаете, есть небольшая вероятность того, что это может исходить от этого неонового света вне кадра. И он добавляет нашему главному герою красивую холодную подсветку, а точнее контурную подсветку. Обычная контурная подсветка и задняя подсветка взаимозаменяемые термины, но... Как я лично использую это, я предпочитаю светить сбоку или под острым углом, чтобы источник в основном освещал моих персонажей только с одной стороны. Вот и все. Вот как я смог кинематографически осветить сцену всего несколькими источниками света, следуя нескольким простым рекомендациям. Однако мы можем сделать еще больше. Да. И еще одну маленькую деталь, которую я внес, я также выделил эти полигоны штор и добавил немного более светлую версию основного шейдера, просто чтобы он выглядел полупрозрачным. Затем мы можем, например, добавить огромный куб и сделать все невидимым. Да нет, это была шутка. Но мысль с кубом правильная. Масштабируйте его так, чтобы он начинался примерно здесь и доходил до здания здесь. А потом создайте для него новый материал. В данном случае это будет Principal Volume Shader. Обязательно подключите материал к объему, а не к поверхности. И вот у нас есть очень красивый загадочный туман в нашей сцене. Значительно уменьшите плотность, а также цвет и анизотропию. Вау, выглядит круто, правда? Еще одно быстрое решение сделать вещи потрясающими – это активировать эту опцию Bloom в окне свойств рендеринга. Здесь вы можете поиграть с настройками. Я выберу что-то вроде этого. Неплохо, правда? Я люблю это. Это когда вы правильно освещаете сцену, а затем используете эти эффекты, чтобы сделать все намного лучше. Затем вы также можете поэкспериментировать со своими значениями глубины резкости, активировав их здесь и установив дистанцию в камере. Однако для таких широких снимков я не очень люблю это использовать. Я предпочитаю сосредотачиваться на этом, когда у меня, например, есть крупный план, как здесь. Конечно, здесь есть множество других настроек, которые могут улучшить визуализацию Eevee, как эти мягкие тени, которые могут значительно замедлить вашу сцену, но они делают все тени более убедительными. Кроме того, здесь вы можете увеличить разрешение теней, а затем даже активировать отражение в реальном времени, хотя в случае с этой простой сценой это не имеет большого значения, поскольку у нас нет отражающих материалов. О, и мы также можем использовать эту опцию Ambient Occlusion. Мне обычно нравится повышать эти два значения здесь до 2. Помните, что когда вы закончите совсем или даже на протяжении всего процесса, вы можете настроить свое окружение, чтобы оно лучше соответствовало вашей композиции. Вы можете, например, добавить сюда несколько простых досок, так как это место немного пусто. И пока мы это делаем, давайте, допустим, наклоним их, чтобы они хорошо сочетались с нашим установленным гайдом по композиции. Кроме того, мы можем заполнить и это место банками и досками. Так выглядит лучше. Наконец, когда вы все закончили и довольны своей сценой, вы можете увеличить эти сэмплы здесь, хотя в случае с Eevee я обнаружил, что нет необходимости переусердствовать с ними. Сделайте размер рендера равным 100 и отрендерите изображение с помощью F12. Затем, после рендеринга, вы всегда можете улучшить его в любом программном обеспечении для композитинга. Итак, я выбираю Blender Compositor.
Здесь вы можете добавить различные эффекты постобработки, такие как виньетка, чтобы добавить те небольшие эффекты краев, которые обычно имеют линзы. Давайте быстро это настроим. Добавьте сюда маску эллипса, а также нод блюра между этими двумя и подключите его к ноду Mix, настроенному на Multiply. Затем просто установите ширину и высоту маски эллипса, а в Blur установите значение нода на Relative, и около 40% для X и Y будет достаточно. В конце концов, вы можете заглянуть на разницу между двумя версиями с виньеткой и без нее, и вы можете контролировать интенсивность виньетки здесь с помощью этого значения фактора. Еще один способ сделать все это более кинематографичным — это добавить зернистость пленки. Еще одна вещь, которая происходит со снимками, которые вы снимаете с камеры. В них есть этот очень специфический шум. Для этого у меня есть текстура шума, и я добавил ее в файл проекта, поэтому вы можете найти ее в описании и загрузить, а затем импортировать в сцену Blender и смешать ее с результатом, используя режим наложения Overlay, который является правильным для смешивания зернистости в ваших шотах. Последнее, что мы можем сделать, это добавить сюда Node Curves и поэкспериментировать с этими линиями. Во-первых, давайте перейдем к синему каналу и поднимем здесь синие тени. Это то, что есть в большинстве фильмов, приятная синева в темных местах. Кроме того, вы можете уменьшить зеленые блики. Но давайте добавим здесь еще одну точку, чтобы на самом деле корректировались только блики. С этим изменением вы сделаете оранжевые области немного более интенсивными, что, как правило, будет приятным для глаз, поскольку мы люди приятнее воспринимаем цвет кожи. Наконец, давайте попробуем добавить немного контраста. Взгляните на окончательное изображение. Думаю, неплохо по сравнению с оригиналом. Совсем неплохо. Ну вот, друзья мои, помните, что все эти советы всего лишь рекомендации и на самом деле ничего не высечено из камня. Вам не стоит недооценивать их, изучать и переучивать и, конечно же, активно искать их в фильмах и картинах. Кроме того, эти советы, которые я дал, лишь поверхностные части этой темы. Так что определенно проведите небольшие исследования, купите книги, посмотрите учебные пособия. И если вы хотите вдохновения в этой области, обязательно прочтите описание видео. Я поделюсь некоторыми книгами и курсами там. А на сегодня все. Надеюсь, вы узнали что-то практическое, что будете использовать в своих рабочих процессах. Будьте креативными, друзья мои. И до следующего раза. А Мартин удаляется.